Недавно астрономы сделали шокирующее открытие. Со стороны созвездия Волопаса на 1,3 миллиарда световых лет протянулась мегаструктура из галактик и галактических скоплений. По форме этот гигант круглый, и ученые назвали его Большим кольцом. Объект находится на расстоянии более 9 миллиардов световых лет, потому слишком тусклый и нам не виден. Если бы Большое кольцо было ярче, то мы видели бы в ночном небе потрясающую картину. Огромный сияющий круг по размеру эквивалентный 15 полным лунам. Впрочем, астрономов потрясло другое. Вместе с соседкой гигантской дугой из галактик длиной в 3,3 миллиарда световых лет структура очередной раз бросила вызов стандартной модели Вселенной. Оба объекта могут быть частью связанной космологической системы. Тогда они превышают предел, за которым пространство должно одинаково выглядеть во всех направлениях. В принятом на сегодняшний день устройстве мироздания есть немало и других несостыковок, потому ученые предлагают собственные варианты. Порой они звучат как фантастика, однако в пользу каждого есть научные аргументы. Давайте отправимся в виртуальное космическое путешествие в самые потрясающие из этих миров. По сути, встретим огромный небесный миксер, зловещий темный океан, странные космические голограммы. Чем еще исследователи смогут нас удивить? Мы будем далеко не первыми, кто интересуется устройством нашего мироздания. Люди с давних пор задавались подобными вопросами. Одна из самых древних цивилизаций мира, Месопотамская, еще в 20-м тысячелетии до нашей эры делила все сущее на 3 части. В первой обитал подземный мир бога Эа. Над ним располагались надземные владения Бела. И, наконец, все покрывало небесное царство Ану. Второй мир, надземный, в Месопотамии представляли подобным горе в виде опрокинутой круглой барки, выдолбленной снизу. Небо повторяло форму Земли, и обе части были отделены друг от друга небесным океаном. Солнце в этой модели двигалось с востока на запад, всегда следуя установленному ему пути, как и звезды. В Древнем Египте существовали не менее экзотические представления о мироздании, и каждое, конечно, было связано с высшими силами. В одной из самых необычных версий небосвод считался лотосом, а его сердцевина – центром мира, где обитают боги. Позже древнегреческий философ Аристотель пришел к выводу, что планеты и даже Солнце кружат вокруг Земли. А в XVI веке Николай Коперник уже был уверен, что Земля вращается вокруг Солнца, и оно в центре мироздания. Но мы не будем долго путешествовать по прошлому. В те времена ученые с помощью примитивных телескопов могли увидеть лишь маленькую часть неба. Остальное дополняли, исходя из религиозных, философских взглядов. Сейчас их идеи в связи с новыми научными открытиями уже утратили смысл. Мы обратимся к совершенным понятиям космологии. За последние несколько столетий ученые со всего мира собрали множество данных в поддержку различных гипотез устройства Вселенной. В 20 веке более совершенные телескопы уже открыли людям, насколько на самом деле необъятны просторы космоса. Еще в начале столетия американский астроном Харлоу Шепли составил карту Млечного Пути. На ней Солнце лишь одна из 100 миллиардов звезд в темном уголке спирального рукава галактики. А в 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл доказал, что во Вселенной существуют тысячи галактик, так что наша не уникальна. И версии устройства мироздания связаны теперь с этими и многими другими открытиями. Наиболее надежной и хорошо обоснованной считается стандартная модель Вселенной, горячей, значительно однородной и одинаковой во всех направлениях. Гипотезу впервые выдвинул бельгийский ученый Жорж Леметр в 1920-х годах. С тех пор современная наука прибавила этой версии множество убедительных доказательств. Вспомним коротко ее суть. Гипотеза основана на том, что Вселенная родилась из точки сингулярности в результате Большого взрыва. В
В течение первых нескольких секунд после этого события плотность энергии была непостижимо велика. В той среде существовали только фундаментальные частицы – лептоны, кварки, бозоны. По мере того, как Вселенная охлаждалась и расширялась, формировались атомы, а затем конденсировались в галактики, звезды и их системы. Вселенная в рамках этой теории одна единственная. Ей не с чем взаимодействовать, и в ее отношении теряют свой смысл такие понятия, как масса, форма, размер. Более верными будут плотность, давление, температура, химический состав. Однако наш сложный мир мало похож на обычный газ, который могут описать эти понятия. Астрофизики, например, столкнулись с расширением Вселенной и реликтовым фоном. Природа первого явления – гравитационное взаимодействие всех существующих объектов. Именно его развитием определяется будущее Вселенной. Второе же – невероятное наследство самых ранних эпох, когда свет перестал взаимодействовать с материей, отделившись от нее. Сейчас из-за расширения Вселенной большинство древних фотонов из видимого перешли в микроволновой диапазон. Их называют реликтовым излучением, служащим одним из главных подтверждений теории Большого взрыва. Есть также доказательства того, что ранняя Вселенная прошла период космической инфляции, очень быстрого расширения с нарастающей скоростью. Наше мироздание расширяется до сих пор, и чем дальше от нас, тем быстрее. При переходе к меньшим масштабам прослеживается четкая ячеистая структура Вселенной. Внутри ячеек пустота, космические войды, а их стенки образованы из галактик, среди которых спиральные, линзовидные, неправильные, эллиптические, с активными ядрами, в том числе сверхяркие квазары. Внутри галактик находится темная материя, космические лучи, межзвездный газ и множество небесных тел, таких как звезды, планеты, черные дыры. Во всех них действуют одинаковые физические законы. Например, ученые предполагают, что гравитация, электричество, магнетизм и свет ведут себя одинаково даже в самых отдаленных регионах космоса. Так, источником энергии самых далеких от нас квазаров служит вполне понятная специалистам аккреция межзвездного газа на сверхмассивную центральную черную дыру. Подобные вспышки невероятно яркие и видны из самых далеких уголков Вселенной. Старейшим гамма-всплеском, который обнаружили астрономы, является GRB 090423. Он шел до Земли около 13 миллиардов лет. Иными словами, вспышка произошла всего лишь через 630 миллионов лет после Большого взрыва. Вселенная связана не только едиными физическими законами. Она вообще однородна, поскольку энергия Большого взрыва разгладила его во всех направлениях, а расширение продолжает утюжить необъятное полотно пространства. Конечно, масса галактики и скоплений на отдельных участках космоса разная, но в среднем, если брать в расчет огромные регионы в миллионы километров, масса и состав будут одни и те же. Вы можете это хорошо представить, перекапывая лопатой большой участок земли. В одних лопатах с почвой окажутся большие камни, в других — черви, а в третьих — больше глины, чем в предыдущих. Но каждые 100 лопат будут примерно одинаковыми по составу. Труднее представить, каким космические путешественники увидят пространство в глубинах космоса. Например, с самой далекой из известных экзопланет, которая находится почти в 3000 световых лет от Солнца, приблизительно таким же, как с Земли. В целом же по стандартной модели наш мир видится отлично обустроенным, ярким и неповторимым, лишенным хаоса и неразберихи. Он, несомненно, безумно привлекателен. Однако многие последние исследования рушат удивительную картину, что вызывает сомнения у экспертов. Сегодня ученые описывают Вселенную в рамках двух основных гипотез – общей теории относительности и квантовой механики. Общая теория относительности показывает действие гравитации и структуру Вселенной в рамках огромных масштабов. То есть она работает в рамках от нескольких миллионов до многих миллиардов, или единицы с 24 нулями километров. Последняя цифра – размер наблюдаемой Вселенной.
Квантовая же механика описывает системы с предельно малыми масштабами, порядка миллионной доли сантиметра. Однако эти две теории несовместимы друг с другом, поскольку в квантовой механике отсутствует возможность действия гравитации. Сейчас ученые ищут гипотетические частицы, гравитоны. Если их обнаружат, то квантовая теория гравитации поставит точку в этой проблеме. Но пока такого не произошло. А без гравитации на квантовом уровне все планеты, звезды должны рассыпаться на атомы. Также некоторые исследования показали, что одни части Вселенной развиваются намного быстрее других. Вспомним о мегаструктурах из галактик, Большом кольце и гигантской дуге. Уже они не вписываются в эту теорию, превышая допустимые размеры. Но есть образования намного крупнее, и рекордсмен среди них — суперкластер галактик Великая Стена Геркулеса Короны Бореалис. Его длина составляет около 10 миллиардов световых лет, то есть он тянется практически через всю известную нам Вселенную, которая равна 13,8 миллиарда световых лет. Объяснить существование Великой Стены в рамках основной модели Вселенной вообще невозможно. Таким образом, тезис об однородности мироздания поставлен под вопрос. Ученые пытаются найти разгадку этому таинственному противоречию. Недавно южнокорейские космологи создали самую совершенную и наиболее грандиозную модель всего сущего. В ней представлены примерно 2/3 общего объема мироздания с 400 миллиардами объектов. Поперечник модели составляет около 10 гигапарсек. При моделировании специалисты ставили задачу воспроизвести эволюцию Вселенной. И главное — изучить гигантские космические структуры, подобные тем, о которых мы говорили. Это, как считают ученые, по существу остатки волн в плазме очень ранней горячей Вселенной. Они со временем остыли и как бы вморозились в структуру пространства, дав начало сверхскоплениям материи. Изучение подобных структур возможно только при компьютерном моделировании большей части Вселенной, поскольку они тянутся на очень далекое расстояние от нас. Масштабность моделей южнокорейских ученых позволяет это сделать в отличие от ранних, более ограниченных симуляций. Возможно, после завершения исследований астрофизики внесут изменения в основную модель устройства Вселенной или даже создадут свою собственную. Впрочем, уже существует очень много таких гипотез, и некоторые из них настолько необычны, что просто сводят с ума. Как вам идея жить внутри Вселенной блина? Круто или не очень? В любом случае с этим придется смириться. Если прав, нью-йоркский математик Эдвард Казнер. Он впервые озвучил свою теорию устройства мироздания в 1921 году. Его Вселенная просто невероятна. В ней нет гравитации и антигравитации, или, другими словами, в пространстве отсутствует космологический параметр Эйнштейна. Это идеально пустой мир, и, казалось бы, в нем вообще ничего не может происходить. Однако Казнер допустил, что его гипотетическая Вселенная не одинаково эволюционирует в разных направлениях. Она расширяется вдоль двух осей координат, но сужается вдоль третьей. При этом пространство по геометрическим очертаниям становится похоже на эллипсоид, который растягивается в двух направлениях, а вот вдоль третьего направления он все больше худеет. Таким образом, Вселенная по конфигурации постепенно превращается в плоский блин. При этом со временем она не становится легче. Наоборот, ее объем увеличивается. Весь секрет в том, что Вселенная Казнера рождена не из точечной сингулярности, а из чего-то вроде неизмеримо тонкой спицы. Ее начальный радиус равен бесконечности вдоль одной оси и нулю вдоль двух других. Но в чем тайна эволюции этого пустого мира? Поскольку пространство в нем по-разному сдвигается вдоль разных направлений, возникают гравитационные приливные силы. Это и определяет развитие казнеровского мира. Иными словами, он будет расти лишь в одном направлении, причем объем будет увеличиваться строго пропорционально времени. Но это все, что мы сможем увидеть в
в том пространстве. Вселенная Казнера может оставаться сама собой только при условии полной пустоты. Если в нее добавить немного материи, она постепенно станет развиваться подобно однородной Вселенной. Хотя Казнеровский мир при движении имеет разную плотность, его кривизна в любой момент времени одинакова. В то же время общая теория относительности допускает эволюцию миров с разными скоростями и отличной на больших участках пространства кривизной. Модели, которые используют это допущение в начале 1950-х годов, построил американский математик Абрахам Тауб. Он модифицировал Вселенную Казнера. Его пространства могут в одних направлениях вести себя как открытые, а в других — как замкнутые. Космос по этой версии не просто пульсирует. Порой он буквально выворачивается наизнанку. Но как это происходит? Все дело в гравитационных волнах, которые невероятно сильно деформируют пространство. Они локально изменяют геометрию космоса от сферической к седловидной и наоборот. В общем, мы попадаем в странные, казалось бы, немыслимые миры, но математически они возможны. Не менее удивительной кажется Вселенная, взбитая чем-то наподобие небесного миксера. Но какие силы могут превратить необъятное пространство в некий гомогенизированный коктейль? В 1967 году американские астрофизики Дэвид Уилкинсон и Брюс Партридж обнаружили, что реликтовое микроволновое излучение в любом направлении нагрето одинаково. Колебания температуры составляют менее 0,1%. Это дает основание считать, что если наша Вселенная и не была почти идеально однородна в момент рождения, то совсем скоро стала именно такой. Согласно одной из гипотез, неординарность ранней Вселенной постепенно исчезла из-за нейтринной вязкости. Так назвали взаимное трение ее частей, обусловленное обменом между нейтринными и световыми потоками. Подобная вязкость способна быстро сгладить изначальный хаос в пространстве. Однако у авторов идеи не все сходилось. Любые процессы с участием трения генерируют тепло. Так что плотность энергии реликтового излучения должна значительно отличаться от наблюдаемой величины. В дальнейших исследованиях астрофизики выяснили, что вязкие процессы могут устранить лишь самые мелкие космологические неоднородности. Для полного разглаживания Вселенной требовались другие механизмы, и они были найдены командой американских астрофизиков в рамках инфляционной теории. Ученые назвали свой мир как «домашний миксер производства компании Sunbeam Products». Звучит простовато, но по-домашнему уютно. Однако во время путешествия по кухонному миру никакого спокойствия и уюта нас не ожидает. Пространство-миксер все время с огромной силой трясут и взбивают некие силы. Что они из себя представляют? По идее авторов гипотезы, это свет циркулирует по очень длинным, но замкнутым путям. Таким образом, все в космосе перемешивается и гомогенизируется. После проверки этой модели подтвердилось, что фотоны в самом деле совершают длинные путешествия. Но вот в качестве смесителя частицы света действуют не столь эффективно, как предполагается в гипотезе. Тем не менее, Mix Master Universe обладает невероятными качествами. Она возникает из нулевого объема, расширяется до определенного максимума и вновь стягивается под действием собственного тяготения. Эволюция в такой Вселенной проходит абсолютно хаотично, и потому она совершенно непредсказуема в деталях. В молодости подобный мир интенсивно колеблется, беспрерывно меняя очертания. Он расширяется по двум направлениям и сокращается по третьему. В этом модель сходна с Казнеровской Вселенной в виде блина, однако ориентация подобных расширений и сжатий непостоянны. Они хаотически меняются местами. В общем, Вселенная Миксер дрожит и трясется подобно желе на блюдечке. Подобные деформации можно интерпретировать как проявление движущихся в различных направлениях гравитационных волн. Причем эти волны гораздо более буйные, чем в модели Казнера. Mix Master Universe считается одной из самых сложных воображаемых вселенных в истории космологии.
Вместе с тем, в ней нет противоречий принципам общей теории относительности. Сейчас ученые пытаются совместить эту концепцию с квантовой механикой и теорией суперструн. Тем временем итальянские исследователи предлагают нам не вязнуть в желе, а пуститься в плавание по бесконечному океану. Понадобится ли лодка для путешествия по такой вселенной? Давайте посмотрим. Гипотеза космологов о Вселенной и океане связана с пространственными измерениями. В нашем мире есть 3 основных и еще 4-е дополнительное в виде времени. Согласно некоторым теориям, пространство-время не просто абстрактная система отсчета. Она содержит физические объекты. В масштабах Вселенной к ним относятся, например, планеты, звезды, галактики. Именно поэтому теоретически можно визуализировать Вселенную, которая существует в 4-мерном пространстве времени. Подобно тому, как вода состоит из бесчисленных молекул, оно соткано из микроскопических частиц на более глубоком уровне реальности. Вообще, сама идея о том, что пространство-время ведет себя как жидкость, не самая новая. Теорию сверхтекучего вакуума предложили больше полувека назад. Но итальянские физики первыми задались вопросом о вязких свойствах подобной среды. То, как все движется во Вселенной, одна из самых сложных загадок в космологии. Например, волна распространяется через воду, используя ее как среду для перемещения. Собственно, передача любой энергии требует среды. Как же тогда электромагнитные волны и, например, фотоны движутся в вакууме пространства? Этот парадокс объясняет теория сверхтекучего космоса. Жидкости с нулевой вязкостью, ведущей себя как единое целое. Конечно, подобное пространство, которое бесконечно течет и при этом не теряет энергию, кажется чистой фантастикой. На самом деле подобные жидкости существуют. Сверхтекучесть – фаза вещества, в которое переходят жидкости или газы. Эти свойства возникают при охлаждении до температур, близких к абсолютному нулю, или минус 273 градуса Цельсия. В подобном состоянии атомы теряют индивидуальные свойства и ведут себя как единый суператом. Впрочем, эти вполне реальные жидкости действительно проявляют невероятные свойства. Самая известная среди сверхтекучих жидкостей, гелий, выглядит как простая прозрачная водичка. Однако он может подняться по стенкам незакрытого сосуда и как бы сбежать из него. А еще его нельзя нагреть. Такие жидкости почти идеально передают тепло и просто испарятся при повышении температуры. Недавно британские физики провели эксперимент с целью выяснить, какие эффекты вызывает соприкосновение с квантовой сверхтекучей жидкостью. Они погрузили специальный зонд размером с палец в изотоп гелия, охлажденный до нужной температуры. Сверхтекучий гелий повел себя очень странно. Поверхность его, похоже, образовала независимый двумерный слой, отводящий тепло от стержня зонда. Основная же масса жидкости под этим слоем действовала почти как вакуум. Она была совершенно пассивна и никак не ощущалась. Иными словами, единственная часть жидкости, которая взаимодействовала с зондом, это двумерный поверхностный слой. Он и определял свойства всего гелия. Теория итальянских физиков визуализирует пространство-время как такую сверхтекучую жидкость с нулевой вязкостью. Модель демонстрирует, что эту странную субстанцию нельзя заставить вращаться в одном направлении, как во время обычного перемешивания. При нулевой вязкости жидкость будет распадаться на отдельные крошечные вихри. Ученые считают, что подобные квантовые торнадо объясняют возникновение галактик в ранней Вселенной. Окунуться в жидкость нам придется и во Вселенной британского астрофизика Джейми Фарнса. Только его мироздание заливают другие потоки темной материи и темной энергии. Но не думайте, что мы во время путешествия попадем в мир, похожий на беспросветный океан из чернил. Темными материю и энергию называют за то, что их существование реально не выявлено. Это такие себе темные лошадки, которые пока предсказаны чисто гипотетически. На их существование указывает недостаток материи и энергии в пространстве.
большинство галактик крутятся так быстро, что должны разлететься на части, если состоят из обычного вещества. А этого не происходит. Предлагается, что эти объекты удерживает вместе невидимое гало темной материи, и Вселенной не хватило бы сил для растущего расширения в настоящем, не будь у нее некого неучтенного источника энергии. Вместе с тем, по расчетам, темная материя и энергия постепенно теряли бы свои свойства и силу во время расширения Вселенной. Если же предположить, что мироздание наполнено темной текучей жидкостью, тогда все сойдется. Авторы гипотезы считают, что обе темные субстанции обладают отрицательным зарядом и отталкивают от себя другую материю. Иными словами, темная энергия и темная материя – одно и то же вещество, проявляющее эффекты отрицательной массы. Во время космического путешествия в эту Вселенную нам придется учесть уникальное свойство отрицательной массы. Если понадобится оттолкнуть ее от себя, то вся материя поведет себя неожиданно. Она захлестнет нас, поскольку с ускорением будет двигаться в направлении, противоположном приложению силы. Теория о существовании отрицательного вещества существовала и ранее, но ее не поддерживало большинство ученых. Считалось, что подобная масса потеряла бы плотность при расширении Вселенной, а это противоречит наблюдениям, указывающим на постоянство темной материи с течением времени. Гипотеза темной жидкости устраняет данное несоответствие, поскольку подразумевает постоянное появление все новых отрицательных масс. Таким образом, жидкость во Вселенной Фарнца не разбавляется и не теряет свои свойства в процессе расширения космоса. Его идею подтвердила новая модель японских исследователей. Используя данные телескопа Субару на Гавайях, ученые создали масштабную карту нашей Вселенной. Там отражена самая подробная картина распределения темной энергии во Вселенной. Например, она позволила астрономам измерить гравитационное искажение примерно 10 миллионов галактик. На симуляции также показано формирование гало из 45 тысяч отрицательных масс вокруг галактики при 5000 положительных масс. К самой же гипотезе Фарнца стоит добавить, что Эйнштейн тоже говорил о необходимости модификации космологической постоянной. По его мнению, отрицательные массы, распространенные по всему космосу, должны существовать. Тем самым великий физик, возможно, предсказал мир, наполненный материей, противоположной обычной. Жидкая вселенная Фарнца из потоков темной материи и темной энергии развивает эту мысль Эйнштейна. Однако в этой гипотезе есть одно достаточно слабое место. Если в космосе постоянно появляются отрицательные массы, он должен быть симметричен как в положительных, так и в отрицательных качествах. А этого астрономы не наблюдают. Чтобы все лучше выяснить, сейчас гипотезу Джейми Фарнца исследователи проверяют при помощи мощных радиотелескопов обсерватории SKA. Между тем, команда голландских физиков пришла к совершенно другому выводу. Переоценивать влияние темной материи и темной энергии, по их мнению, не стоит. Так никто до конца не знает, в какой среде зародилась Вселенная, почему она движется в разные стороны все быстрее. И темная энергия, которую никто не видел, не единственное возможное объяснение этого процесса. Физики из Копенгагенского университета в Нидерландах считают, что во всем виноват вселенский каннибализм. Согласитесь, звучит жутко. И ученые подтверждают, что это очень жестокий процесс. По их мнению, наше мироздание регулярно сталкивается с новорожденными реальностями, а затем их проглатывает. Именно такая подпитка позволяет Вселенной постоянно наращивать скорость. Подобные выводы ученые сделали на основе своей математической модели. Оказалось, что теория поглощения новорожденных вселенных нашей лучше соответствует наблюдаемой астрономами картине, чем объяснение с темной энергией. Согласно исследованию, процесс слияния с другими вселенными увеличивает объем нашего мира. Это может восприниматься современными научными инструментами как расширение. Теория также обращается к проблеме космической инфляции. Считается, что загадочное сверхбыстрое расширение в первые моменты существования Вселенной вызвало некое гипотетическое поле,
инфлятон. Но голландские исследователи предполагают, что процесс спровоцирован поглощением нашего новорожденного мира крупной зрелой Вселенной. После этого новое, более масштабное мироздание продолжало сталкиваться с детскими вселенными и проглатывать их, каждый раз получая новый импульс энергии. Космологи считают эту теорию достаточно цельной и логичной, но в ней есть и достаточно пробелов. Например, авторы гипотезы не предлагают детального описания ужасных обедов вселенных каннибалов. В связи с этим трудно судить, мог бы такой сценарий объяснить инфляцию ранней Вселенной и ее быстрое расширение сейчас. Подтвердить все могут лишь данные наблюдений. В настоящее время проводится много экспериментов по изучению свойств микроволнового фона. Возможно, их результаты помогут определить реальность слияния вселенных уже в ближайшем будущем. Или ученые выявят, что в мультимире все происходит по другому, менее жесткому сценарию. Вселенные могут оказаться совсем не кровожадными и не пожирать друг друга. Наоборот, они способны дружно сосуществовать и развиваться плечом к плечу, но каждая отдельно. Хотя соприкосновение между ними тогда все равно неизбежно. Но каким оно будет? Представьте морскую пену, где каждый пузырек – отдельная вселенная, а наше мироздание – лишь один из них. Каким представляют все сущие сторонники теории мультивселенной? Этих миров может оказаться бесконечное множество, причем полностью обособленных друг от друга. И в каждом будут действовать собственные законы физики. Плавать в пространстве звезды, галактики, черные дыры. Возможно, в них даже есть свои разумные цивилизации. Космологов из США натолкнула на эту идею теория космической инфляции. По их мнению, инфляция не закончилась везде одновременно. Вполне вероятно, в некий момент она завершилась в одних регионах, но продолжилась в других. В каких-то областях космоса процесс продолжается по сей день, рождая новые пузырьковые вселенные. Чтобы понять, как это работает, можно представить Вселенную, в которой происходят бурные процессы роста, как закипающую воду. Избыток энергии приводит к бурлению, флуктуациям в пространстве времени. В итоге образовываются пузыри, новые вселенные. Если они получаются маленькими, то быстро схлопываются, а высвободившаяся энергия приводит к рождению новых миров. Но если пузыри вселенных прочные, то они растут и расширяются, пока не взорвутся. Энергия взрыва тоже тратится на образование новых миров, то есть гипотеза мультивселенной перекликается с теорией Большого взрыва, с которого и началось расширение мироздания. Но только получается, что наш взрыв не единственный, а всего лишь один из многих. Сейчас ученые пытаются найти новые, более веские доказательства гипотезы. Например, если соседний пузырек мультивселенной когда-то в прошлом оказался рядом с нашим, оба могли столкнуться между собой. Тогда после катастрофы наш мир получил бы заметный отпечаток. Этот след может проявляться в странных свойствах галактик, которые находились на месте происшествия, или в искажениях космического микроволнового фона. Подобным отпечатком способно оказаться холодное пятно реликтового излучения. Так называют сверхпустоту Эридана на расстоянии 3 миллионов световых лет от Земли. Сверхпустота очень холодная и темная. В этом супервоиде нет звезд и галактик. Ни один лучик света не озаряет его бездонные глубины. Мы совершим путешествие к краю сверхпустоты Эридана, но углубляться в нее не стоит. Если человек каким-то образом попадет в эту жуткую пропасть, он перестанет видеть, слышать и что-то ощущать. Словом, сверхпустота представляет собой настоящую ловушку для любителей экстремальных туров по Вселенной. Длина этого лабиринта без конца и края составляет 1,8 миллиарда световых лет. По сравнению с ним, наш Млечный Путь размером в 100 тысяч световых лет на карте кажется маленькой точкой. Значит, сверхпустота Эридана может вместить 18 тысяч таких галактик. И отыскать там отпечаток чужой Вселенной будет практически невозможно. Но навести нас на след мультивселенной могут другие космические объекты. Это черные дыры, которые обладают безумной гравитацией.
С ее помощью монстры легко разрывают звезды и вообще заглатывают всю материю на своем пути. Вместе с тем, вероятно, существуют особые виды черных дыр. Они могли возникнуть после проникновения в нашу Вселенную пузырей из чужой путем квантового туннелирования. Это процесс, когда квантовые частицы преодолевают барьеры выше, чем позволяет их энергия. Представьте, что бильярдный шарик катится по некой равнине, а затем оказывается перед холмом. С точки зрения классической механики необходимо узнать энергию катящегося шарика и сравнить ее с той, которая останется у него на вершине холма. Если силы недостаточно, то шарик не сможет перекатиться через холм, а у квантовой частицы в любом случае есть шанс преодолеть препятствие. Это, конечно, очень примерное сравнение. На самом деле в квантовой физике все частицы одновременно являются и волнами. Они не локализованы в пространстве с абсолютной точностью, а распространены в некоторой области. Иными словами, если гипотетический шарик квантовый, то есть вероятность обнаружить его и внутри холма, и за ним. Предполагается, что в некоторых случаях квантовое туннелирование оставляет после себя пузыри в нашей Вселенной. Они превращаются в черные дыры, которые, возможно, существуют и сегодня. Если обнаружить такие объекты, то можно напасть на след мультивселенной. Это будет удивительный мир, где действуют другие, порой очень странные законы. Возможно, самым ошеломляющим нам покажется эффект двойников. Если действительно миров бесконечно много, то одни и те же закономерности в них неизбежно будут повторяться. Это означает, что на каком-то невероятном расстоянии точная копия вас тоже смотрит наше видео. А поскольку в мультивселенной миров не счесть, повторению одних и тех же событий не будет конца. Если вас смущают двойники, то, может, больше порадует собственный облик в качестве голограммы. Причем во Вселенной, которая в целом представляет собой некую странную проекцию. Давайте посмотрим, что это значит и насколько все реально. Мы уже разбирались в том, что законы, которые работают в масштабах Вселенной, в условиях микромира дают сбой. Ученые давно пытаются их объединить. Но несмотря на развитие науки, это никак не получается. В результате многие приходят к выводу, что нужно пересмотреть свои взгляды на устройство Вселенной, ее состав и эволюцию. Все чаще для этого начинают применять голографический принцип, хотя раньше его считали спекулятивным. В чем суть данного подхода? На протяжении тысяч лет мы полагали, что пространство сделано из точек и линий. Возможно, это представление неверно. Материя и энергия на самом деле состоят из волн. Тогда мы и наш мир не трехмерны, а являемся подобием голограммы. Это позволяет отказаться от общей теории относительности и описать упрощенными квантовыми понятиями все явления во Вселенной. Даже такие спорные, как телепатия. По мнению авторов гипотезы, материя, содержащаяся в некой области пространства, может быть представлена как голограмма. Так называют информацию, которая находится на границе какого-либо объекта. Примером могут служить 3D-фильмы, которые мы смотрим в кинотеатре. Нам видны движущиеся изображения, которые имеют высоту, ширину и глубину, но на самом деле они являются лишь проекцией на плоском 2D-экране. Однако в обычной жизни, которая протекает в 3D-вселенной, мы можем трогать и ощущать объекты. Проекция является реальной относительно нашей перспективы. Идею голографического принципа Вселенной подсказали ученым черные дыры. Таинственные монстры вообще все чаще всплывают в гипотезах по фундаментальным вопросам космологии. И в этот раз на одной из научных дискуссий по поводу природы подобных объектов родилась блестящая идея. Астрофизикам известно, что внутрь каждой черной дыры попадает очень много информации. Согласно закону сохранения энергии, она не может просто так бесследно исчезнуть. Но все, что находится в черной дыре, остается там навсегда и искажается до неузнаваемости. Закон сохранения информации, тем не менее, выполняется. Все сведения просто дублируются на горизонте событий дыры и таким образом остаются в нашем мире. Отсюда появилось предположение о голографической черной дыре,
которая хранит информацию о падающих в нее трехмерных объектах на двухмерном горизонте событий. Затем ученые предположили, что вообще любые данные в каком угодно количестве могут быть записаны на границе каждого объекта. Сведения о Солнечной системе, например, содержатся на воображаемой сфере вокруг нее, а любые данные о том, что происходит в целом во Вселенной, хранятся на рубежах мироздания. Все, что человек видит, слышит, ощущает и наблюдает, происходит в результате трансляции 2D записей на стене, которая окружает Вселенную. Однако это не то, что стена в вашем доме или даже Великая Китайская стена. Вселенную окружает скорее нечто подобное экватору на глобусе. Сходным являются лишь принципы устройства мироздания и голограммы. На первый взгляд гипотеза кажется безумной, но ученые уже получили ее подтверждение в двухмерной модели Вселенной, которая точно воспроизвела картину микроволнового фона. Космологи, вдохновленные этим результатом, подхватили идею голографической Вселенной. Сверив тезисы различных гипотез с данными космической обсерватории Планк, исследователи отсеяли часть моделей. Но некоторые неожиданно оказались очень точны. Пока научные эксперименты полностью не могут ни доказать, ни опровергнуть голографическую природу нашего мира. Но не исключено, что скоро все изменится. Сейчас проводится масштабный эксперимент под названием «Холометр» при поддержке правительства США. Суть его в том, что устройство из высокоточных лазеров и зеркал пытается засечь предполагаемый голографический шум. Так называют самые микроскопические колебания материи. Они длятся миллионную долю секунды и обладают в 1000 раз меньшей амплитудой, чем размер протона. Однако будет ли для человечества положительной новостью, если эти колебания удастся засечь? Вряд ли. Кого особо обрадует жизнь в виде голограммы? И вообще, вдруг высшие силы природы по какой-то причине однажды одним махом вырубят 3D-проектор. Но они могут оставить включенным свой компьютер, и наш мир, согласно еще одной версии, будет существовать именно там. Корни этой идеи уходят далеко в прошлое. Что означает наше существование? Иллюзию или реальность? Этот вопрос волнует философов со времен античности. В наше время с развитием технологий он получил несколько другой оборот. Что если мы живем внутри компьютерной симуляции? Такая мысль сначала появилась в фантастических фильмах и романах. Она вызвала в обществе настоящий ажиотаж, а ученые сочли ее абсурдной. Однако в последние годы суперкомпьютеры стали моделировать невероятно сложные виртуальные вселенные. Тогда многие представители научных сообществ всерьез задумались, не находимся ли в одной из них мы сами. Знаменитый американский миллиардер Илон Маск приводит в пользу этой гипотезы следующие доводы. 40 лет назад люди уже играли на симуляторе в настольный теннис. Тогда в их распоряжении были просто белая точка и два прямоугольника на черном фоне. На подобном уровне находились все виртуальные игры. Сейчас мы имеем фотореалистичные 3D-симуляторы, в которые одновременно играют миллионы людей. И главное, с каждым годом они совершенствуются. Если все продолжится в том же темпе, вскоре игры станут неотличимы от реальности. Ученые, в свою очередь, тоже делают прогнозы. Если компьютеры продолжат развиваться с возрастающей скоростью, то через сотни или тысячи лет человечество получит безграничные вычислительные мощности. С их помощью исследователи будущего смогут моделировать различные сценарии человеческого развития. Огромных вычислительных возможностей должно хватить, чтобы прорисовать каждую голографическую деталь виртуального мира. И еще можно будет наделить все его населением тем же уровнем сложности и интеллекта, как у живых существ. Даже, вероятно, удастся снабдить компьютерную программу восприятием и сознанием, неотличимым от человеческих. Эта программа будет существовать в искусственной вселенной, считая себя человеком, а смоделированный мир — реальностью. Конечно, все это похоже на мистический триллер, однако гипотеза собирает все больше последователей. По данному поводу в последнее время был проведен ряд международных конференций. По их результатам решено всерьез воспринимать гипотезу компьютерной симуляции Вселенной.
Ученые изменили мнение не только из-за беспрецедентно быстрого развития виртуальной реальности. Задумываться о нашем существовании в виртуальной реальности их вынуждают тупики в некоторых расчетах. В макро- и микромире исследователи наблюдают аномалии за рамками математических правил, моделей и расчетов. Также невозможно выразить в математических формулах все явления во Вселенной. Например, совершенно непонятно, как описать сознание. Но мы прямо сейчас можем определиться, как наше сознание отреагировало на путешествие по виртуальной Вселенной. Наверное, не очень. Мы привыкли чувствовать себя свободными творческими личностями, а не пешками компьютерной программы. Правда, философы говорят, что раз мы не ощущаем никаких уз, то значит, их нет. Идею о том, что мы являемся частью компьютерной программы, лучше воспринимать с юмором. Например, пошутить о том, что этот мир неплохо прорисован. С оптимизмом отметить, что после смерти можно надеяться на перезагрузку. И не расслабляться. Жить нужно активной творческой жизнью, чтобы следящие за нашей симуляцией высшие космические силы не заскучали и не выдернули из розетки шнур своего компьютера. Но вряд ли это случится. Ведь общая теория относительности позволяет рассчитывать почти неограниченное количество самых разных космологических моделей. И версия компьютерной симуляции лишь одна из составляющих этой бесконечности. Разработка гипотез проводится на основе астрономических и астрофизических данных. Из них ученые выбирают те, которые можно применить для наиболее адекватного описания нашего мира. Правда, это может показаться не самым полезным занятием, однако, по мнению космологов, оно вполне оправдано. Чем больше гипотез, тем выше вероятность, что какая-то из них подтвердится, и мы, наконец, точно узнаем, как устроен наш мир. К тому же не исключено, что даже самые экзотические модели в будущем пригодятся для описания частей Вселенной, пока недоступных для наблюдения. Наконец, космологические гипотезы могут просто стимулировать поиски неизвестных уравнений общей теории относительности, а это очень важно для нашего понимания космоса и процессов, которые в нем происходят. Неудивительно, что к решению подобных задач наряду с профессионалами подключается все больше энтузиастов. И компания xAI Илона Маска уже ставит задачей познания истинной природы мироздания. Какие только новые достопримечательности Вселенной не откроются после этого перед нами.